Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня мы с вами посмотрим ваш таро-прогноз на 2025 год. Я знаю, что вы заждались, вы у меня самые-самые терпеливые, я вас за это искренне благодарю. Я надеюсь, что прогноз вас порадует какими-то приятными событиями или, возможно, подтверждением реализации ваших планов. Сегодня, прежде чем мы приступим, хочу несколько внести ясность, потому что спрашивали, как я буду работать, прям по 12 домам или нет. Сегодняшний расклад у нас прогностический, то есть он показывает вероятность событий, которые у вас отыграются в рамках 2025 года. Но также по вашим просьбам несколько позже я сделаю расклад на 12 задач в год змеи. Его я буду выполнять согласно зодиакального натального поля гороскопа, и мы будем просматривать, какие задачи вам нужно проработать по каждому из домов. И, конечно же, будем запечатывать желания, потому что многие просили, поэтому иду вам навстречу. Еще такой небольшой акцент. Под каждым видео для вашего знака зодиака в первом закрепленном комментарии я оставляю наиболее полезные видео для вашего знака. Допустим, карма воплощения или психосоматика болезней или смена кармических узлов. То есть, если вы не посмотрели, посмотрите, возьмите себе на заметку. Ну а самое главное, проанализируйте прошедший, так сказать, уже 2024 год. Что вам это даст? Это вам позволит выявить, по какому из знаков у вас информация отыгрывается в большем ключе, то есть по Солнцу или по асценденту. Знаю, что некоторые смотрят по Луне. Ну и, в принципе, понять, осознать, ваша практика или нет, иду ли я с вами в резонанс, и по какому из знаков вам стоит посмотреть видео на 2025 год. Итак, приступаем. Работаю, как всегда, своей авторской методикой, своим авторским раскладом на 2 колодах. Одна колода у нас только старшая аркана, вторая полная, которой мы будем раскрывать ситуацию. Так как в этом году у меня полотно стола не позволяет разложить полностью карты, каждую сферу для вас буду смотреть в отдельности. Ну, сейчас увидите. Надеюсь, вы уже готовы, настроились, поэтому давайте приступать. Итак, рыбки мои хорошие, что же вам приготовит 2025 год в рамках работы, бизнеса, карьеры и учебы? Что же он вам принесет, что приготовит? Так, жрец. Вот как карта лежала, так она и вышла. Жрец на самом деле в этой сфере хороший аркан. Почему? Потому что для вас он может быть ознаменован новыми процессами прокачки ваших знаний. То есть кто-то пойдет из вас обучаться с целью продвижения по карьере, кто-то будет получать новые знания для того, чтобы в целом сменить работу. Для некоторых это ситуация, когда за счет предприятия вы будете получать новый ресурс, и это позволит вам зарабатывать больше. Ну и помимо всего прочего, если вы работаете сами на себя, у вас свой бизнес, то ваша деятельность также может быть выстроена на обучающих процессах, что позволит вам зарабатывать в разы больше. Для тех, кто обучается, это может быть ситуация, когда вы уже определились с вузом или с курсами, или, может быть, с наставником, но в любом случае для вас обучение это будет увлекательный процесс, который подарит много новых эмоций, ну и, конечно же, пользы. Раскроем с вами данный аркан, оценим, о чем здесь идет речь. Так, что здесь? Что здесь? Королева мечей, солнце, пятерка монет и дно колоды у нас рыцарь жезлов. Итак, смотрите, королева мечей, солнце – это внести для себя ясность, это прокачать свой ментал до такого состояния, когда вы понимаете, что, например, на текущем рабочем месте нет смысла задерживаться. Поэтому, исходя, скажем так, из собственных побуждений, вы можете увольняться. Но дно колоды рыцарь жезлов, то есть это уже подготовить себе почву, понимать, куда вы будете переходить, куда будете двигаться. Далее. Если вы пошли учиться, может открыться такой для вас неприятный факт или осознание, а зачем мне это не нужно? То есть это не та сфера, где я, возможно, хотел себя реализовать. То есть вы можете менять или саму нишу, где будете обучаться, на кого учиться, или, может быть, не знаю, там сам университет, или, может быть, там тренера, наставника, коуча, у каждого по-разному. Но здесь однозначно отказываться от взаимодействия с прежними лицами, которые вас обучали или давали какую-то базу информации. Посмотрим, о чем скажет эта связка арканов для тех, кто у нас сейчас не работает, ну и по ряду причин работать не может. Ну, например, мамы в декрете, неработающие пенсионеры или неработающие студенты.
или те, кто там досматривает пожилых людей. Что у вас здесь для тех, кто не может работать? По отшельнику, к сожалению, да, это получение только как бы пенсионных выплат, ну, то есть или социальных, которые идут по государству. Но дно колоды у вас туз жезлов, и здесь отшельник. Это ситуация, когда вы можете подрабатывать, работать сами на себя, нести свет знаний, нести какую-то мудрость. Тем более основополагающим у вас в этой ситуации является аркан-жрец. То есть передавать кому-то знания. Это ситуация, когда, ну, в первую очередь вы можете что-то вы умеете это людям презентовать, продавать какую-то базу знаний. Может, вы там саженцы хорошие какие-то разводите, или у вас там питомник, и вы можете подсказать, научить, как ухаживать, или хорошего кинолога, который может заниматься там дрессировкой собак и так далее. То есть, иными словами, ваш опыт будет ключевым и может действительно сослужить вам хорошую службу, а именно дать дополнительный доход. Поэтому не упустите эту возможность. Для тех, кто у нас является соискателем, как для вас отозвется эта ситуация развития событий? Справедливость. Справедливость – это для вас официальное трудоустройство. Это раз. Но еще, поскольку здесь идет пятерка монет. Объясню. Может сложиться так, что вы пошли в найм, наработали базу знаний, навыков, опыта и думаете, а чем я хуже? Я могу то же самое делать, только работая там, сам на себя. Ну, например, вы работали мастером маникюра в салоне, а теперь можете стать независимым мастером, то есть уволиться и работать официально, там, платить налоги. Или вы были бухгалтером на предприятии, захотели открыть свою консалтинговую фирму. Это образно, то есть здесь будут изменения типа мышления, желание и стремление добиваться большего, лучшего, расширять свой кругозор. Поэтому тут, знаете, как пойти ва-банк. Или там юрист открыл свою частную практику. Не по найму работаете, а уже как независимый эксперт. Для наемных сотрудников. Колесница – это вопросы продвижения. Может быть, как переход с одной должности на другую в рамках одной компании, допустим, или переезд в новый филиал, потому что здесь пятерка монет – это как завершить работу на текущем месте. И, может быть, вас отправят, так сказать, осваивать новые горизонты или там открывать офис или филиал в другом регионе. Ну и ваше осознанное решение, как перейти на новую работу, в новую организацию, потому что лучше условия труда, лучше платят и есть перспективы карьерного роста. Для тех, кто владеет собственным бизнесом. Ну, тут, как говорится, не дать не взять. Туз монет. Шикарно. Новые перспективы, новые возможности. За счет чего? За счет того, что вы на какой-то, знаете, изначально безвозмездной основе даете массу информации или обучающего процесса вовне, в социум, то есть через интернет, вебинары, семинары, тренинги. Делитесь этой информацией с людьми, а потом на базе того, что людей заинтересовало, вы уже можете создать обучающие курсы, семинары там на платной основе. Но основа основ, видите, это увеличение вашего дохода, это заработок и для вас новые возможности. Поэтому здесь... Если мы посмотрим, это прекрасно. Например, мне тоже клиенты часто говорят, вот я послушал ваш прогноз, что-то не совсем понимаю, как это вяжется с моей нишей бизнеса. Я там занимаюсь, ну, человека, господи, автопарк вот этих вот машин, которые занимаются, ну, то есть строительных, вот больших, производственных, да, там КАМАЗы, БелАЗы, там все в этом ключе. Вот каким образом здесь может вязаться жрец? Ну, во-первых, вы можете или рассказывать на своем опыте, там, вести какой-то блог, YouTube-канал, какие там авто лучше, хуже, или там какие-то маневры, которые вы можете совершать при помощи этой техники. То есть это тоже будет обучающий процесс, но который так или иначе стоит денег. Или, допустим, ваши инструктора, которые работают на вас, на вашем предприятии, не просто водители, а те, кто, допустим, обучает персонал, дополнительно на базе вашей организации также может предоставлять какие-то услуги и обучение, не знаю, там, пользование той либо иной техникой, может быть, и в таком ключе. То есть поймите, ищите возможность, она для вас откроется сама, самостоятельно, кто-то ищет, тот всегда найдет, и как следствие вы сможете увеличить, знаете, как свою производительность и, конечно же, свой доход. Так, здесь все закрываем. Переходим к финансовой части. Что вас ждет в нише финансов? Так, по финансам.
финансам. Отшельник. Отшельник, здесь аркан мир, сейчас будем смотреть. Либо это вопросы не то чтобы экономия, а ситуация, когда вы откладываете на старость. Можете заниматься вопросами страхования, потому что отшельник у нас за это отвечает, указывает. Или же существенно тратится на зрелых родственников, например, родителей. Давайте смотреть и раскрывать, как для вас отозвется этот аркан, как отыграется в целом. Так, карта просится сама. Рыцарь жезлов, рыцарь чаш, туз, чаш. С деньгами здесь все в порядке. И дно колоды семерка жезлов. Это не борьба, это ситуация, когда вы что-то отстаиваете, то есть на будущее, впрок. Здесь или копить, откладывать, инвестировать на то, что вас будут кормить в старости или впоследствии, потому что с деньгами все прекрасно. Рыцарь жезлов – это рост доходов, рыцарь чаш – приток денег, и туз чаш – это может быть новая идея, которая вас будет кормить. Причем, знаете, как новый источник, который дает деньги с радостью, с любовью. Реже эта ситуация может отыграться как возрастной покровитель, спонсор или меценат, который может вам давать эти ресурсы. Но основной посыл и залог – это еще как бы ваша мудрость, которая вас кормит и дает вам новый потенциал заработка. Поэтому вот так. Обратимся к вопросам здоровья. Так. Здоровье. Сила. Прекрасный аркан, потому что это хороший потенциал. Это, в принципе, хороший иммунитет, это укрепление сил, здоровья. Для кого-то или появление физической нагрузки, если ранее у вас ее не было в жизни, а для кого-то может быть новые виды спорта или усиление физической нагрузки. Если вы профессиональный спортсмен, то это, в принципе, будет у вас поставлено во главу угла ваше здоровье, ваше самочувствие, скажем так, ваш потенциал. Помимо укрепления иммунитета, физической нагрузки, это ситуация, когда вы можете закаляться и, более того, применять при необходимости вопросы физиотерапии, нетрадиционной медицины, то есть менять режим дня и вопросы питания, все то, что укрепляет вас и ваше самочувствие. Смотрим и раскрываем эту карту. Угу. Смотрите, восьмерка мечей, пятерка чаш и аркан смерть, еще одну колоду король жезлов. Это амбиции, которые возьмут верх. То есть вам нужно будет похоронить прежний образ жизни. Потому что восьмерка мечей – это осознанный отказ, а пятерка чаш и смерть – это, знаете, как раз и навсегда. И здесь сила отыграется как колоссальная сила воли, дисциплина, самомотивация, структура, строгость по отношению к себе. То есть это, знаете, не знаю, из серии вы проснулись с мыслью и все. Вот с сегодняшнего дня там ни одной сигареты. Или все, с сегодняшнего дня там я не пью, или там не ем сладкое. У каждого свое. Вот это прям железная воля. Это для кого-то, кстати, может быть вопрос, связанный с аскезой. То есть взять аскезу. И как добиваться результата. Для кого-то вы подаете к этой черте, потому что это может быть на грани вашего состояния здоровья. То есть или отказываетесь, или можете привести себя к летальному исходу. Ну, например, это, конечно, касается уже тех, кто на грани, там, запойные алкоголики. Или ситуация, когда есть серьезные пищевые расстройства, будь то там булимия, анорексия. То есть, понимаете, все. То есть точка невозврата. Или вы кардинальным образом меняетесь, я не говорю, что сами, может быть, при помощи врача, но тут тоже сила воли нужна. Или вы понимаете, что это путь в никуда. То есть здесь нужно будет прям кардинальным образом что-то убирать, вычленять из вашей жизни. В некоторых случаях, я называю вещи своими именами, всегда честно, всегда объективно. Поскольку король жезлов – это еще воспалительный процесс, это может быть плановое, повторюсь, не то, что там это резко, а плановое оперативное вмешательство по устранению там воспалительных процессов или тех, которые каким-то образом вам мешают жизнь. То есть что-то удалить, убрать. Ну, из серии это вплоть до того, что может быть, вот смотрите, восьмерка мечей, пятерка чаш, смерть как шунтирование желудка. Или удаление какого-то пораженного органа. То есть может быть и в таком ключе. Но в любом случае, смотрите, карта силы – это восстановление. То есть процесс, который пойдет на пользу, пойдет во благо. Поэтому не принимайте эту информацию в штыки и сами себя не наворачивайте. Это только касается тех, кто находится, как я говорю, на этой точке невозврата, но уже из серии сейчас и понимает, о чем идет речь.
Для всех остальных это пройдет в более мягкой форме, как я говорила, это просто отказ от чего-либо. То есть там табак, алкоголь, сладости, вот все в таком ключе, или может быть неправильное питание. Смотрим с вами личную жизнь. Что по личной жизни у вас? Так. Рыбки. Справедливость. По справедливости карта полярная, потому что она может означать как и официальное заключение брака, так и, конечно же, бракоразводные процессы. Но в какой-то степени это будет год кармы по личной жизни. То, что как бы к чему вы шли, или кармический урок, который нужно пройти. Смотрим, чтобы не затягивать, не откладывать в долгий ящик. Сейчас оценим эту ситуацию. Что здесь по факту? Что здесь? А здесь, мои хорошие, любовь, гармония, тише, благодать и, конечно же, перспективы брака. Посмотрите. Король чаш, любовь, жрец и девятка чаш. Отношения чистые, открытые, официальные, глубокие, по любви, там ни по какому расчету нет. Все открыто, все прозрачно. Для тех, кто у нас свободен, это обретение второй половины. Для тех, кто в любовных треугольниках, ситуация, когда придется делать выбор и понимать, с кем вы будете жить открыто, традиционно, структурно и счастливо. Для тех, кто у нас встречается, сожительствует. Это ситуация заключения брака. Для тех, кто уже в браке, может быть или масштабное празднование годовщины, или перспектива венчания. Но в любом случае справедливость заставит вас взять на себя новые обязательства, так сказать, новую лепту тянуть. Тем более дно колоды четверка монет. Это держаться за свое счастье, за те эмоции, за ту полноту жизни, которая к вам придет. Это дорогого стоит. Так. Вот смотрите, те, кто у нас свободен, девчонки, у вас король жезлов и аркан сила. Будет вам подспорье и поддержка в жизни, обретение крепкого мужского плеча рядом. Поэтому кто ждал, так сказать, готовьтесь, уже не за горами. Для мужчин здесь идет аркан умеренности, королева чаш. Женщина водной стихии, рак, скорпион или рыбы, которая может сделать вас счастливой и привнести гармонию в вашу жизнь. Посмотрим перспективы для тех, кто у нас в любовном треугольнике. Держаться за свой выбор или за человека, с которым вы будете счастливы, или с которым будете раскрывать свой потенциал. Потому что четверка монет – это понимание или осознание, что вот оно, я хочу с этим человеком состояться, реализоваться, там, дожить до старости, быть счастливым. То есть здесь определиться, чего вы хотите и с кем вы хотите, и реализовать это в жизни. Если вы у нас находитесь в стабильных союзах. Но туз жезлов – это как новая веха вашей пары, вашего союза. Для кого-то, как я говорила, это вопросы официального заключения брака. Для некоторых празднования годовщины. Реже, поскольку здесь официальные обязательства. Это может быть вопросы продолжения рода или вопросы опекунства, потому что туз жезлов – это как новый член вашей семьи. Это новая ответственность, это новые обязательства. Новая зона комфорта и перемен, которые вас ожидают. То есть здесь все прекрасно. Пусть так и будет. Давайте с вами так и закроем. Оценим теперь, что идет по неожиданности периода. К чему здесь стоит подготовиться и на что рассчитывать. Итак, неожиданность. Звезда. Звезда – это исполнение желаний, мечты, планов, реализация ваших надежд. Это ситуация, когда вы ставите себе более высокую планку, стремитесь стать лучшей версией себя. Это само по себе прекрасно. Это не смотреть с оглядкой на мнение других людей или ваше окружение. Это вера в себя, в свои силы, в какой-то ваш идеал и достижение этих высот. Посмотрим, что здесь по факту. Итак. О чем идет речь? И дно колоды у нас пятерка мечей. Смотрите,
Десятка мечей, король монет и четверка чаш. Это ситуация, когда вы не можете себе простить какой-то промах или неудачу. И вот вас это очень сильно якорило. Тем более одной колоды пятерка мечей, это в какой-то степени даже как ненавидеть себя. Но теперь вы можете понять или осознать, что именно этот негативный опыт или в свое время неправильно сделанный выбор вас многому научил, и вы будете этому благодарны, потому что это позволит вам достичь большего. Еще, если мы посмотрим, десятка мечей, король монет, четверка чаш, это как избавиться от гнета определенного человека. Это может быть работодатель, это может быть родственник, потому что все, ситуация здесь завершена. И вот тот человек, который, может быть, доставлял вам какую-то душевную боль или раздрай, все, он канет в небытие по ряду причин, не знаю, съедет, я прошу прощения, там умрет, все что угодно может быть, потому что здесь вот будет поставлена жирная точка в общении с этим человеком. Или ситуация, когда там враги вам в чем-то досаждали, может быть и так, то теперь эта ситуация вам обернется во благо. Сейчас вы, может, пока этого не понимаете или не можете принять, или оценить, или осознать, как такое может произойти. Время расставит все по своим местам, но вы увидите, что это для вас было с пользой. Смотрим теперь с вами как карту года. Общие энергии, карта года. Сама вышла, поэтому пусть будет Солнце. Солнце – карта радости, карта тепла, любви, реализации, достижения новых целей, ярких моментов, путешествий, перемещения, смены места жительства, для кого-то деторождения. Ну, то есть, знаете, как любое, скажем так, понимание счастья, самодостаточности, реализации, ну, в принципе, все то, что вы вкладываете в символизм этого слова, потому что вы сможете этого добиться. Еще карта Солнца – это ситуация, когда в рамках года вы будете сиять или притягивать к себе людей. То есть ваша энергия, она будет таким вот, ну, как магнитом для окружающих. Здесь это как акцент. Можете немножечко проявлять эгоизма. Может быть, у кого-то там вырастет корона. Хорошо это или плохо, покажет время. Но скажу так, в рамках 2025 года вам это необходимо для того, чтобы вот достигать тех целей и задач, которые вы поставили перед собой. Сейчас мы с вами раскроем этот аркан, оценим, что здесь по факту. Что здесь? Семерка чаш, королева жезлов, император и дно колоды императрица. Ну, основной момент – это, конечно же, исполнение мечты, это рост ваших амбиций, вашего авторитета. Для кого-то состоятся в качестве супруга или отца, а для женщин это обретение, говорю, крепкого плеча рядом. Плюс, помимо всего прочего, эта связка карт указывает на вашу независимость, как для женщины, так и для мужчины в материальных вопросах, потому что семерка чаш это позволит себе больше, нежели вы могли ранее. Прекрасно, пусть так и будет отыгрываться. И еще посмотрим с вами совет от карт. Какие рекомендации дадут вам арканы Таро на предстоящий год? Так. Императрица. Кстати, у вас многие арканы перекликаются со знаком зодиака Водолей. У них также. Так вот, императрица в плане совета это прекрасная карта. Почему? Потому что для тех, кто, может быть, намеревался, но сомневался, там, делать предложение руки или сердца или не делать, делайте. То есть это состоится счастливый брак. Для девушек и женщин это, знаете, как соглашаться на отношения, на брак. Если вы думали, имеет ли смысл сейчас работать над вопросами продолжения рода, самое время. Строить семью, очаг, быт, уют – это вот основа основ для вас на 2025 год. Еще. Это, конечно же, акцент работы над своей внешностью и внутренним содержанием. В первую очередь на здоровье, потому что именно здоровыми изнутри вы будете сиять снаружи. Ситуация, когда вы будете вкладываться в изменение имиджа, смену гардероба, вопросы преображения. То есть для кого-то может быть косметология, для кого-то пластическая хирургия. В любом случае то, что вас делает краше, привлекательное. Потому что, ну как ни крути, встречают по одежке, и это уже доказано учеными,
Красивым людям дается во многом все легче, будь то рабочие контракты или восприятие их в социуме, или там вопросы продвижения, у каждого свое. То есть здесь возьмите себе это на заметку, станьте лучшей версией себя. И, конечно же, аркан императрица, он указывает на обретение роскоши, уюта, комфорта, красоты. То есть это как акцент: окружайте себя прекрасным, мотивируйте себя прекрасным. Пусть это начинается с мелочей. Каким-то образом, может быть, украсить свое жилище. У каждого понятно, что в рамках своего бюджета, своих возможностей. То есть для кого-то, как я говорю, переклеить обои, для кого-то купить декор, а кто-то в целом может купить себе там роскошный дом или квартиру. То есть все, что вы можете себе позволить, но начинайте хотя бы с чего-то, начинайте с мелочей. Это должны быть даже какие-то повседневные детали, но которые радует вас ваш взгляд. Может быть, красивая посуда, из которой вам приятно есть. Или бытовая техника, которая позволяет облегчить ваш быт. Или улучшить вашу зону комфорта. Вот над этим нужно работать. Прокачивать, знаете, как свое стремление к лучшему, к большему, к красоте, уюту. То есть, если это отдых, то постараться более дорогостоящий. Или, как я приводила пример водолеем, вы думаете, вот у вас есть выбор, 2 автомобиля. Один, который вы сразу себе можете позволить, а второй дороже, нужно тянуться. Так вот здесь, знаете, как, хотя и тот едет автомобиль, вот берите тот, который дороже, которому нужно тянуться. Вы себе повышаете жизненную планку. Это не вопрос чрезмерного потребительства, это вопрос прокачки вашей финансовой энергии, ваших финансовых возможностей, потому что, позволяя себе больше, это больше будет входить в вашу жизнь. И касаться это должно быть как глобальных каких-то покупок, так и повседневных каких-то мелочей. То есть позволяйте себе, может быть, более дорогие заведения, там рестораны, там кафе или там более дорогой отдых. То есть все то, что сделает вас ресурсными. Раскроем, конечно же, с вами этот аркан. Посмотрим, о чем здесь идет речь. Так. Двойка монет, паж чаш и паж монет. И здесь 10 жезлов. Ну, во-первых, взятие на себя новых обязательств. Для кого-то действительно вопросы продолжения рода, как появление или вопросы там близнецов-двойняшек, или как бы если это второй ребенок, то появление второго ребенка. Ну и что еще? Паж чаш и паж монет – это все-таки финансы или финансовые траты, которые приносят радость. То есть не сомневайтесь, в особенности, когда тратите на себя, тратьте с любовью. Это будет приносить больше радости, комфорта, удовлетворения от покупок и будет вам действительно как повышать ваши вибрации. Что ж, вот такой у вас год, вот такие энергии, мои хорошие. Пусть для вас отыграются только самые благоприятные аспекты. Я искренне всей души вам желаю, чтобы каждый из вас в 2025 году был счастлив. Крепкого вам здоровья, взаимной любви, будьте любимы и любите. Финансовой стабильности, реализации, ярких эмоций, впечатлений. Реализация желаемого, то, что вы сами себе поставили, чего хотите. И, конечно же, каждому из вас я желаю найти свой жизненный путь, свое предназначение, жить в гармонии с собой, потому что это делает вас не только осознанными, но и максимально счастливыми. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.